Всем привет! Сейчас мне пришла в голову идея, то что я могу вернуться к колоду и никому не сказать. Так что, если вы это сейчас слышите, значит я нарезал АОТ и выложил его. Собственно, тут у меня есть АОТ, он вот. Это оригинал, самый старый, который я практиковал. Конечно же, не с нуля, сначала нужно размяться. Размяться можно на чем-нибудь другом, кстати. Ой. Ладно, 80-100, нормально. Поехали 50-100 попробую сделать. В первый день моя надежда 32-100 и до 32 дойти. Один раз. Расчет на недели 2. Выпускать я это буду премьерой, чтобы заставить людей смотреть все мои разговорчики. Ха-ха-ха. Пропустил портал. На самом деле много партов в АОДе у меня выучено очень неоптимально, но мне поскорее хотелось перестать его учить и уже проходить. Так что да, нынче люди придумывают всякие тактики прикольные. Ладно. 50-91. Йоу! 100, 100, 100. Нет, не 100, 94, ладно. Го, 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 го. Блядь, я тупой. Хочу в конце говорить, просто потому что с нуля я все равно там ничего не скажу. Го. Бля. Ладно, 50-97. Кстати, я очень опасно прошел первый клик там на 95. Ладно, наверное, пойду с 32. Нет, я сразу понял, я очень низко, и то, что я не выживу. Ладно, 32-69, вау, давайте, смейтесь, смешно. Кстати, в 2019 я думал, что флюкну с 20% до 100. Настолько я был странным человеком. Уже лучше, 32-75, 75, да. Ладно, на сегодня у меня расчет только 32-100. Ладно, я надеялся сделать еще с нуля до 32 хотя бы, но походу переборщил. Что это за ракурс был? Че это за херня была? Я просто взлетел. Я, конечно, помню, что там в редакторе пад есть, но я на него никогда не попадал. Блять, как же мне раздражает этот пад. Я не буду бомбящим школьником, я буду нормально комментировать, обещаю. Что ж, вот он, а вот, с нуля. Даю, бля. 14. Вопрос, что интереснее, лента Ютуба или АОТ? Блин, мне что-то очень сильно бесит первый парт, а второй тоже. Так, уже ближе. Когда выбираешься с первых двух партов наверх, как бы из подземки наружу, чувствуется прикольно. Такое чувство, оно может быть из-за того, что здесь все такое закрытое, а в третьем парте очень мало декора, и ощущение, как бы, что ты на свежем воздухе. Поэтому концептуально хоть что-то могло получиться. Но дальше там, конечно, опять пошла черная часть. Алмаз, если ты это смотришь, разбань меня, я все еще забанен на твоих стримах. Ты говорил, что разбанил, блядь. Хотя кому твои стримы нужны, ты не можешь даже пройти парт кряка в Бладбафе. О, уже лучше, 19. Сегодня моя цель просто выйти из подземки. Все, я буду первые 22% называть подземкой, теперь всегда. Вообще помню, когда шла редекорация, мне принесли новый парт. Это был переделанный парт Алмоза, и он был ужасен, там было куча каких-то странных надписей. Геймплей отличался прям кардинально. Мы долго с CD Music это все фиксили, но, в общем, CD Music я написал очень гневное сообщение по поводу этого парта. Но сейчас я осознаю, что тогда все были на нервах, все парты строили достаточно быстро, чтобы я не успел случайно верифнуть до того, как парт появится в уровне. И почему такая лажа произошла, в принципе, можно понять. Я хочу выйти из подземки. Мне этого хватит на сегодня.
Нет, нет, я почти вышел из подземки. Нет, нет, нет. Мне вообще не важно то, что я там сдохну на первом тайминге. Мне подземка задолбала. Парт мегаскилла, кстати, под подземку прям хорошо подходит. Этот не очень, это просто не он. Подземка меня победила на сегодня. Но я вернусь завтра. А вот. А, нет, сначала разминочка. Я всегда сливаю на этих шипах. Поехали, 80-100 попробую сделать. Воу! Наконец-то какая-то новенькая смерть. Ладно, попробую 50-100. Нормально. 52-100. Я уже сделаю 52-100. Немного ранее мне повезло, я даже 32-100 сделал, но 52-100 мне очень нужен этот прогресс. Под недавно я подразумеваю месяц назад, когда я пытался тоже вернуться. Ю слева написано, Чё я, бля? Ну, блядь, это просто хуйта, которая вообще неконтролируемая. Просто нужно как-то заранее себе придумать клик-паттерн и во время прохождения, собственно, его повторить. И надеяться, что пройдешь. По крайней мере, для меня так. Может быть, когда на мониторе больше герц, получается лучше опираться на движение волны. Но я просто предугадываю нахуй. Почему-то у меня в голове заиграл Слоттерхаус. И клики Слоттерхауса прямо во время попытки. Угу. Да как же уже заебало заканчивать на последней части. Я хочу заканчивать на серединной части, она легкая. Ну ладно. Это хороший слив. Это значит, я переспамил. Теперь с 21 я хочу дойти хотя бы до 50. Да, я начинаю вспоминать. Была такая тактика, нужно нажимать на розовый орб попозже, чтобы вот этот клик на вейве стал менее рандомным. Посижу с нуля чуть-чуть. Моя цель до дропа дойти. Блять, я так и понял, что сдохнуть на розовый орб так рано нельзя нажимать никогда. Меня бесит один звук в этой мелодии, в этом дабстеп-миксе. Это вроде до, но меня это до очень сильно бесит. У меня ощущение, что его звук раза в 3 громче, чем всех других клавиш. Ну, я хочу хотя бы раз пройти этот тайминг сегодня, ладно. Подземку я уже преодолел. Ура. Чуть не умер. Ну, тайминг назад. Все. Итак, всем привет. У меня какая-то дичь с компьютером немного происходит, но я даже не удивлюсь, если он с вирусами. 80-100. 10 раз. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поехали 52-100. Одного раза хватит. Я уже думал прошел, потому что там был уже такой звук, который обычно не играет, когда я сливаюсь. Ладно. Ура, 52-100. 52-100, 52-100, прекрасно. 32-100. Ладно, поехали с нуля, жизнь слишком коротка. Ой-ой-ой, я не ту программу запустил случайно. Упс. Гос нуля, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на 32-100, x100. Наверное, 100 раз уже сделал 32-100. Подземка не выпускает меня. Если вы часто умираете на мегаскилле, знайте, я бафнул первый клик и еще несколько кликов. Не благодарите. Первые 20% втираются в мозг. Проходя их, уже начинаешь волноваться. Ну, по крайней мере, я начинаю. Это огромный минус мой. Собственно, почему я ничего и не прошел. Блин. Подземку я, конечно, прохожу, но при выходе из подземки меня встречает другой сложный тайминг, который, кстати, в рейтнутой версии понерфлен. $39. Первая смерть на 39, вау. Какой странный все-таки уровень. До сих пор не знаю, как к нему относиться. 2 попытки подряд. Неплохо сегодняшняя игровая сессия идет. Частенько я стал говорить сессия.
Осторожно, студент. Нормально. 39.2. Ох, откинулся сейчас на спинку стула и первый раз в жизни увидел новый AOD Experience. Было ощущение, будто он играет сам в себя. Черт. Я могу пояснить, почему эта смерть произошла. Она произошла, потому что я подумал, что я споткнулся об вот эту платформу, об которую, кстати, нельзя споткнуться в новейшей версии, в багфикснутой, и что меня немножко по-другому занесет в портал. Но когда я понял, что меня нормально занесло в портал, было уже слишком поздно, и в общем, да. Извиняюсь. Не должен был я слить на 44, это глупая смерть. Нет, 42, Ой, я помню, был слив на 42, где я такой говорю, почти чё, бля, почти слив на 44, да, реально, почти слив на 44. Это был очень-очень глупый слив. Возможно, этот клик выглядит сложно для зрителя, который не играл в AOD, но Виктор AOD знает, этот клик фри. Нет, 62. Я причем даже не могу понять, я пережал или не дожал. Скорее всего, не дожал, потому что я очень быстро прям кликнул. Это печально. Чего есть такое? Он говорил, это печально. Я говорю, это печально. Блин, с трясущейся рукой проходить первые два парта, это просто классный экспириенс. Кстати, я сделал уровень в 2 рана. Я поставил, получается, 61 вроде. Или 62. И 52-100. Все, у меня есть уровень в 2 рана. У меня огромная привязанность к дню 1 апреля. Наверное, потому что я очень люблю смеяться. И, в общем, я думаю выпустить это прохождение 1 апреля, чтобы было непонятно, оно легитное или нет. Оно на самом деле легитное, ха-ха. Смешно. Кстати, я тут понял такую штуку. Я могу FPS отобразить. Ладно, пофиг, короче. У меня не будет FPS, меня теперь нельзя вкинуть в какой-нибудь там Pointer Create, хотя мне и так нельзя, я прохожу версию, которая никак не относится к Pointer Create. А еще, если я действительно пройду, вы еще узнаете потом, почему мне нельзя было на самом деле добавлять в Pointer Create. Че, интересно, заинтересовало? Давайте смотреть до конца премьеру. 41. Ладно, это хороший прогресс, чтобы закончить на сегодня. Итак, привет всем любителям AOD. Сегодня меня приветствует FPS Counter. Вот здесь. Теперь все будет с FPS. Плохо. Ладно, поехали 52-100. Нормас, 52-100. Повезло, конечно, но можно попробовать 32-100, можно не пробовать. Разницы, на самом деле, можно сказать, никакой и нет. Сделаю я 32-100 или нет, но ладно, попытаюсь. Ну что, удачи. 32-100. Ура. Может мне и... когда я пойду с нуля, тоже сказать удача, и удача придет. Нормально. Гол с нуля. FPS должен захватываться этим рекордером. Если не захватывается, ну там 240, если что написано. Почти всегда. Зачем вам видеть, что там всегда написано 240? Бесполезная информация. Подземка. Получается, я уже сегодня бит на уровень в 2 рана, и не прошло даже 30 минут. Бывают же приятные сюрпризы. Вчера, кстати, заходил на стрим Крзуха, и это прикольно было. На самом деле, все прохождение AOD началось со стрима Крзуха. Ну, его, правда, сейчас не так зовут, его зовут Равекси, но для меня он Крзух, тут уж извиняюсь. Привет, Крзух. Я вспомнил, кажется, я слил примерно на 62 вчера. И это было на том самом желтом портале. Нехороший желтый портал. Он вроде как легкий, но в него можно по-разному влетать. Из-за этого нужно еще как-то интуицию
подключать. Ладно, весь положительный настрой чё-то улетучился. Anyway, если я пройду даже с негативным настроем, какая разница? Мне показалось, или трейл волны остался там? Если да, то прикольно. Слить на этом клике — это очень позорно. 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3. Блять, это было бы очень смешно. Нет, я так серьезно был настроен. Эта тупая смерть не должна была меня сбить с толку. Я был настроен на победу. Или на 91% хотя бы второй раз на этом мониторе. Но, просто. Ладно, сегодняшний день закончен. Это было не круто. Ладно, поехали. Что-нибудь посложнее. Камера пыльная, жесть. Что такое все пыльное? Вот. Первая смерть на 95. Оу. Это вообще глупая смерть. Отказываюсь комментировать. Ладно, поехали с нуля. С подземки. Надо начинать с подземки. А заканчивать? XNGP? Наверное, тоже надо как-нибудь последний парт назвать смешно. Но XNGP это уже не очень смешно. Предложите в комментариях, как правильно назвать последний парт в Володе. Только если я не придумаю сейчас, как его назвать. В таком случае ничего не пишите. Может его назвать темная пещера? Ну то есть здесь просто подземка. Там пещера. И как только ты проходишь последний тайминг, ты попадаешь в полную темноту, и кто тебя больше никогда не увидит. Пытаешься пройти весь путь отшельника. Что если АОД на самом деле об этом? Мы не узнаем. Нейрон не раскрывал эти детали. Я вышел из подземки. Говорю это, наверное, уже 20-й раз, но это слова счастья. Если я говорю, я вышел из подземки, знайте, я счастлив. Повидав мир, одинокий кубик вновь возвращается в бездну тьмы. Но его путь не так прост и может занять годы. И 2 слива на 98. Это в целом декору подходит. Первые 2 парта это подземка. И последний парт выглядит как подземка. Есть еще 4-й парт, но он, наверное, просто ночью. Это не подземка. Там есть планета какая-то. Поехали. Охуеть. Я второй раз тут слил. Это вообще какая попытка? Это 68-я попытка была. Ух, неплохо. Ух, тонусе держит. А я-то думал, сегодня будет просранный день. Ладно. Кому интересно, как я там слил на 91? Все хотят увидеть 98.3. 98x3. Эта версия Ауду, кстати, супер кривая. Тут прям очень-очень много визуальных багов и просто багов геймплея. Мы ее очень долго фиксили, но в итоге в нынешней версии все равно там некоторые новые баги появились из-за редикора. А вдруг это отшельник, который из одной подземки решил переселиться в другую и типа вещи туда перетащить. И это очень сложно одному человеку сделать, поэтому типа сложность очень высокого уровня. Я уверен, вам очень интересно слушать эти теории, вы пришли за прохождением, а я тут вам теории пихаю, ха-ха. Но я не слышал, чтобы хоть кто-то подобное говорил об Ауде, поэтому... Слишком поздно. Слишком поздно. Этот клик было не спасти. Точнее, наверное, там можно было нажать на розовый орб, но я это никогда не практиковал. И не буду. Мне лень. Все. Чё это, блядь, за клик был? Я никогда так не кликал. Чем меньше я говорю, тем меньше отвлекаюсь. Чем меньше отвлекаюсь, тем быстрее битну. Чем быстрее битну, тем меньше мне потом нарезать. Тут же очевидная связь. Блин, я помню, я так слил год назад. Вот ровно на этом же кадре. Причем тогда я слил 2 раза подряд на этом кадре. Я тут сейчас подумал, будет забавно, если преподу по матише
1 апреля сказать: а у вас минус в конечном ответе потерян. Это будет смешно. Я вообще не думал, что пройду эту часть Вейва, серьезно. Я думал, это будет такой же слив, как и 3 предыдущих раза. Блин, я надеюсь, это прохождение не превратится в эту хуйню голимую, когда чел каждый год делает один и тот же прогресс в 91%. Я сейчас подумал, а что если я сдохну на последнем отжатии? Пожалуйста, вот я не хочу умирать на последнем отжатии. Это плохая смерть. И вроде это, кстати, первый раз, когда я так сливаю. В общем, когда проходишь первый парт, то есть подземку, здесь есть баг. То, что в самом-самом начале почему-то отключается глоу. И мы это фиксили вроде час. И в итоге этого глоу все равно нет в финальной версии, так что мы это фиксили зря. Мы вообще очень много всего фиксили зря, и это грустно. Дай. Блин, нет, я не могу. Просто уже рассредоточение лютое идет. Мне нужен, наверное, этот скример дэш от Вернама. Ну ладно. -1 день. Как же они быстро летят. Привет, любители Маода. Сейчас я буду снова играть в Аод. Как круто. Порой я мечтаю, вот бы я никогда не начал его проходить. Ой, блядь, как меня это раздражает. Как меня раздражает, что я случайно нажимаю в рандомных партах. Меня это просто раздражает. Блядь, меня этот уровень так заебал. Я играю в него всего неделю, и он уже люто меня задрал. Может быть, мне его просто не суждено пройти? Ну, типа, вот просто судьба угорнула. А любая моя попытка заканчивается 91 или 98%. И лютым волнением. Блять, зачем я вообще волнуюсь? Блять! Блять, так все плохо идет. 32-100. Нужно сделать 32-100. Я уже давно не делал 32-100. Это хороший прогресс для того, чтобы вспомнить уровень. Хуй я теперь так сделаю с нуля. Ладно, ну просто меня поглощает негатив по поводу этого уровня. Спустя неделю у меня уже не осталось никаких, блять, позитивных эмоций от него. Ну ладно. Ну это просто долбоебизм. Ладно, давайте поговорим о чем-нибудь хорошем. Я только что посмотрел полностью аниме Spy Family. Добренько. В принципе, на этом мои комментарии все. Блять, это было даже не близко. Ладно, зачем мне вообще этот аккурат персентейдж? Ой. Ой. Ладно. Возможно, я слишком много раз нажал на Accurate Percentage. Что ж. Я забыл. Тут так нельзя. Это что, была вторая попытка? Это была, блядь, вторая попытка. Это была надежда. Когда я так кликнул, я просто надеялся. Но надежда не оправдалась. На 240 FPS невозможно там зажать. Тайминг, наоборот, становится намного сложнее. Больше всего меня напрягает портал Моза, если честно. Он достаточно легкий, но он прямо между сложным партом и дропом. Еще там музыка так приближается к дропу, так что психологически это для меня один из самых сложных партов. 95% я, кстати, поставил тогда, когда на 80% еще был абсолютно спокоен. Вообще прям на 100%. Типа я такой, я на 80%, ну похуй, ладно. Идем, блядь, идем. Но нет, мне такого спокойствия уже не достичь. А может достичь.
достичь. О, что это вообще за смерть была? Ладно, сделаю все, что в моих силах. Сдохну как лох. Но это в моих силах, кстати. Кто бы что ни говорил. «95. 90, блядь, 5. Для контента этот слив неплох. Сегодня у меня были неплохие прогрессы. Я счастлив, что я их ставлю. Выключу аккурат. Надеюсь, все вылетело к хуям. Ладно. Я каким-то образом начал ассоциировать себя на 52% с нуля с собой на 52% с 52%. И это то, чего я добивался целый год. Ах, неплохо. Меня колбасит. Какой хороший день. Блин, а хули оно в единую дорожку? Так, всем привет. Сегодня я пройду Forest Temple. Так, ну я помню тут все ловушки. За попыток 10 должен пройти в целом. Пора бы уже. А у меня сегодня день рождения. Ура. Я буду это праздновать тем, что буду играть в AOD опять. Всем такого праздника желаю. Какие же это ёбаные шипы. Да не понимаю я, где там надо пролетать. Нахер этот уровень. А вот лучше, чем Forest Temple. Вау, великое дело. Ладно, немножко с 32 можно пошпарить. Но то, как я сейчас умер, так нельзя умирать с нуля, это позорище. Нет, вот если я касаюсь этой платформы, это почти точно смерть. Если это не смерть, это клатч. И я начну охуевать. Как же я люблю играть в AOD. Вот он слева направо. Ай! Слишком низко. Подземка. Блин. Это очень легкий, кстати, тайминг. Я просто тут подумал, типа, этот лор AOD, это очень прикольно. Я постараюсь как можно красивее его на английском написать. Сегодня я не ожидаю никаких прогрессов. Сегодня я хочу просто повеселиться на AOD. Так что, да. Шутка, я всегда жду прогресса. Вот почему я волнуюсь. Ощущение, что вчера было месяц назад. Такие воспоминания смутные. Если кто-то из вас смотрит шахматистов, скорее всего, вы когда-либо смотрели или Готэма, или Хикару. Я сейчас усиленно смотрю Хикару. У него контент становится очень странный. Раньше я думал, что жаль, что он специально для Ютуба не делает видео, то, что он только берет нарезки со стримов. Но сейчас я понимаю, это было нормально. Ну, у него просто бывают видео только для Ютуба, и в них какие-то прям страннющие приветствия с огромной наигранностью. Это так давит на уши. Ну иногда там еще, кстати, звук очень плохой, и это вдвойне смешно. В AOD такие хорошие кораблики, просто знаешь, где кликать. Forest Temple просто непонятно, как на корабликах кликать. Там нужно как-то импровизировать, а я не могу импровизировать, я говно в Стрейтфлае. Мне выучить, где кликать, намного легче. Я пытаюсь как-то задумываться о смертях на первых процентах, потому что, это типа должно мне помогать в геймплее. То есть я нажал слишком рано, или я нажал слишком поздно. Но оно не помогает, я делаю это просто машинально. Ну вот, что это было? Я понимаю, этот клик очень сложный в оригинале, и поскольку он очень сильно нерфнут, сейчас людям не понять, насколько этот клик был сложен, но типа эти смерти, они просто уморительные. Я вообще не об этом сейчас думаю, но все равно обидно. Кому какая разница, блять, о чем я думаю? Давайте я вам расскажу, какое видео я хотел выпустить. В общем, я хотел выпустить разбор уровня «Любовь» от Айсет Кейва, тоже на английском. Не пошло хорошо. Смонтировал секунд 30 и понял, что очень странно получается. Так что я, наверное, не буду его выпускать. Хочу сказать, это было неплохо. Ай! Хули у меня глаза просто иногда расфокусируются. Нужны новые глаза. Для AOD, только для AOD. Глаза для AOD с минимальным инпут-лагом. Вот какое будущее нас ждет. AOD лучший из экстрим демонов, причем старый.
АОД. Но старый АОД хотя бы подходит под лор, который я придумал, а вот новый вроде нет. Надо будет еще перепроверить. Третья смерть на 91 и на 95 тоже смерть есть. Я, конечно же, считаю вне как бы всего того, что я делал в 2020 и в 2021. Кстати, как обычно, если волнуешься, на 91 сливаешь. Не волнуешься, сливаешь на 95. Я волновался. Я от прошлой попытки не отошел, хули. Почему я на 47%? А? Ладно, в общем, прикольно, я добавил себе 3000 попыток к своему и так огромному числу попыток. А на сегодня все, я хочу пройти Deadlocked один раз. Я прошел Deadlocked. Блин, я бы еще Forest Temple прошел, но нет, это уже на завтра. Всем привет в моем ежедневном летсплее по Forest Temple. Сегодня, я уверен, я пройду Forest Temple. Это удивительно, насколько может быть плохой хард-демон. Вот это я нажимаю, блядь, на клавиатуру. Что-то с ней не так, явно. Что? Просто... Я никогда не думал, что так можно умереть. Я думал, там этот шип просто как декорация, просто чтобы выглядело сложнее. А оказывается, можно действительно так умереть на 240 FPS. Ладно, го с нуля уже. 32 стоит, конечно, хороший прогресс, его надо бы иногда делать, но сейчас мне лень. Что вы мне скажете? Первый раз так слил. Да ёпаный рот. Может быть, мне потренить? Да нет, наверное. О, вау, это такая крутая смерть. Мне так нравится умирать об слоу. Вау. Сколько раз я уже делал 52-100? Сколько раз? Насколько 52-100 меня еще хватит? Я не буду делать еще раз 52-100, чтобы размяться. 52-100 убивает. Блять, я просто ненавижу АОД. Это уровень, в котором ты можешь 3 попытки подряд проходить первый парт и доходить даже до дропа, и потом 20 минут хуяриться на начале и вообще ничего не мочь сделать. Я думал, что я умер. Я клянусь, я нажал на первом возможном кадре. Я такой думаю, типа, ну ладно, похуй, умер. И бац, я прохожу и думаю, такой, блять, а мне же дальше надо проходить. Это грустно. Блядь. Трактор. Поехали. Блядь. Трактор. Ура, я прошел Forest Temple и собрал 5 звезд. Отвратительный уровень. Всем снова привет, любители АОДа. Поздравляю вас с днем АОДа. Давайте играть в АОД. В честь этого. Начнем, естественно, с 80-100. 80-100 это самый важный прогресс, как известно. Как копейка рубль бережет, так и 80-100 бережет меня от большого количества сливов в конце. Ладно. Окей. Стоп, а тут обводка, что ли? Мне показалось, что у FPS есть обводка. Это было бы просто не очень красиво. Хорошие комментарии. Не зря я это все буду монтировать, я это буду прям специально монтировать. Ебать, не зря я это делаю, ура! А может не буду монтировать, а может буду, а кто меня знает. А я сам себя не знаю. Ладно, пофиг, поехали с нуля уже. Я очень много времени тратил на то, чтобы каждый день делать 32-100, и это, наверное, не повлияло хорошо, я не знаю. Вот Сиестер наспамил Глоу, а я его творением наслаждаюсь уже попыток 200 тысяч. Это в очередной раз доказывает. Креаторство лучше демонслеерства. Блять. Ой, пиздец. Руки трясутся, блять, качалка. Если у меня сегодня будет лучший прогресс 66, можно будет сказать только одно. Регресс пошел.
X3! Бля! Все настроение испортил ебучий слив на 98. Вообще не прикольно. Я подумал, а вдруг пройду? А вдруг пройду? Ай. Пошел нахуй. Тупой, блядь, уровень. И не хочу на сегодня заканчивать. У меня еще полчаса есть. Охуеть. А я, кажется, так никогда не сливал. И, кстати, это усложняло уровень. И в редикоре этого не было, но я попросил добавить. Ну а потому что нехер очень быстро жмякать на этот черный орб. Вы что думали, меня остановит третий слив на 98? Нет, меня он не остановит. Меня он только подбодрит. Кстати, я действительно мог пройти в один день Forest Temple и Aod, что подтвердил бы. А ни одной сложности. Почему Forest Temple Hard Demon? Он должен быть Extreme Demon. Нет, слишком рано. Угу. Какая на улице красота. Солнышко светит. Да блять! Ну, тут я уверен, я был вот на самом-самом краешке шипа. Я нажал вот прям четко по стрелочке. Ну, похер, короче. Ну, просто обидно, мне не хочется сейчас еще и это учить. Наверное, я слишком размяк. Слишком расслабился. Вот сейчас хотя бы. Я прошел Aod. Охуеть, я прошел Aod. Охуеть, я прошел Aod. Охуеть, я прошел Aod. Я прошел Aod. Я прошел Aod. Я прошел Aod. Я прошел, что ж, я прошел, поздравляю всех, 84 тысячи попыток, плюс еще до хрена тысяч попыток, вот, хочу поблагодарить всех, всем пока. Небольшое дополнение к этому видео, в общем, что я использовал во время прохождения Aod. Итак, первая программа, которую я использовал, ну, за исключением GD, вот, gd.exe, вот, я использовал Мегахак. Какие настройки я ставил, вот, так. Вот и вот. Все, больше ничего я не использовал. А следующая программа, которую я использовал, называется RevaTuner. Использовал я ее на настройках 240 FPS, и Scanline Sync я вообще не трогал. 0 Scanline Sync. Честно, не понимаю, как эта штука уменьшает задержку, но как бы такие вот у меня настройки стоят.
Вот. И третья вещь, которую я использовал при прохождении, это GDOpt. Если кратко, GDOpt оптимизирует Geometry Dash. И, в принципе, все. Больше вы можете узнать по ссылке в описании. Я оставлю на Discord этой программы, если так можно назвать. На этом у меня все. Всем, опять же, спасибо за просмотр. Ну и пока.